Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень вкусные шоколадные пирожные трюфель. Они напоминают пирожные картошка, только получаются более нежные, влажные и с насыщенным шоколадным вкусом. Я украсила верхушки белым шоколадом и присыпала кокосовой стружкой. Получились настоящие снежные вершины. Десерт выглядит по-новогоднему празднично. А готовится все быстро и просто и из самых доступных продуктов. Для приготовления крема мне понадобится в сотейник вливаю молоко и доведу его почти до кипения. В отдельную миску всыпаю сахар, добавляю соль, кукурузный крахмал и какао. Перемешиваю. Этот крем получается с очень насыщенным шоколадным вкусом. В него добавляю и какао, и шоколад. Добавляю яйцо и хорошо все перемешиваю до однородности. Я использую яйцо крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Получилась вот такая однородная масса, абсолютно без комочков. Часть горячего молока я вливаю в яично-крахмальную шоколадную смесь и хорошо перемешиваю. Оставшуюся часть молока возвращаю обратно на плиту. Вливаю в него полученную смесь и при постоянном помешивании варю мой крем, пока он загустеет и закипит. Крем обязательно надо хорошо перемешивать, чтобы он не подгорел. Масса загустела, пошли пузыри. Снимаю крем с плиты. Продолжаю еще крем перемешивать, так как кастрюля горячая. Добавляю в крем кусочки шоколада. Я использую шоколад 55% и также добавляю сливочное масло. Хорошо все перемешиваю, чтобы шоколад и масло растопились. Получился вот такой гладкий, шелковистый, без единого комочка, очень вкусный шоколадный заварной крем. Переливаю крем в миску. Закрываю сверху крем пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка, и оставляю его остывать. Для приготовления теста мне понадобится я подготовила противень, на котором буду выпекать корж. Его размер 30 на 40 сантиметров, выстелила его пергаментной бумагой. Можно выпекать этот корж и на противне меньшего размера. Тесто не займет всю площадь. В миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Добавляю соль, всыпаю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. Вливаю растительное масло без запаха, перемешиваю. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Просеиваю муку, какао и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю до однородности. В итоге должно получиться вот такое вязкое тесто. Выкладываю его на противень. И очень легко его разровнять влажными руками. Руки смачиваю в воде и распределяю тесто. Так корж будет быстрее выпекаться в духовке. И сейчас я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Конечно, ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Корж я достала из духовки. Проверяю его готовность. Он хорошо пропекся. Выпекался он у меня ровно 12 минут. Готовится все очень быстро. Перетаскиваю корж на доску и разрежу его на кусочки. Так он будет быстрее остывать. Посмотрите, какое замечательное получилось тесто. Очень нежное. Разрезаю на произвольные куски. Можно корж просто разломать. Когда корж остыл, измельчу его в блендере в крошку. Пересыпаю ее в миску и таким образом измельчаю весь корж.
получилась вот такая замечательная шоколадная крошка. Заварной крем уже остыл, он слегка теплый. И я выкладываю его в шоколадную крошку. И хорошо все перемешиваю до однородности. Должна получиться такая пластичная масса. Вообще эти пирожные трюфель очень похожи на пирожные картошка. Но мне кажется, они готовятся проще, быстрее и получаются еще более такими шоколадными. По желанию сейчас в крошку можно добавить орехи. Я тщательно все вымешала, вся крошка стала влажной. Посмотрите, какая получается пластичная масса. И сейчас я отбираю вот такие кусочки весом примерно по 40 граммов и буду формовать пирожные. Сначала делаю вот такую колбаску и теперь прижимаю и формирую конус. Конечно, размер пирожных выбирайте сами, какие вам больше нравятся. Можно делать их больше или меньше. Всего у меня получилось 23 заготовки. И сейчас для пирожных я сделаю обсыпку. В тарелку высыпаю какао и сахарную пудру. Перемешиваю. И теперь все пирожные обваливаю в этой смеси со всех сторон. Излишки можно слегка стряхнуть. Все пирожные готовы, и теперь им надо дать время пропитаться. Отправляю их примерно на 2 часа в холодильник. Когда пирожные пропитались, их можно подавать к столу. Часть пирожных я оставляю такими, какие они есть, только присыплю их сверху дополнительно какао, так как вот этот верхний слой какао, он стал более таким влажным. Остальные пирожные сверху я украшу белым шоколадом и присыплю кокосовой стружкой. Белый шоколад растоплю в микроволновке короткими импульсами. Я вершину поливаю белым шоколадом и слегка присыпаю кокосовой стружкой. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!